Расскажи, пожалуйста, какое место горы занимают в твоей школе, в системе развития, которую ты предлагаешь? Ну, для начала в моей жизни горы занимают главенствующее место, а так как школа является моим продолжением, такое же. Мгм. Ну и все, полностью все. Раскрой, пожалуйста, эту идею. Если главенствующее, то как? Почему ты водишь своих учеников в горы и почему утверждаешь, что без гор настоящего развития невозможно? Ну как, возможно, но только это гораздо дольше. Э, Еще в письмах Махатму Кудхумиссенету, английскому чиновнику писал, что если вы хотите развития, то приготовьтесь взлезать на 20 тысяч футов в глетчеры Гималаев и Трансгималаев, потому что только там открывается истина, ниже ее найти невозможно. Все, что ниже, это не то состояние мышления, чтобы быть способным истину ухватить. Так получается, что только на высотах сознание переходит как бы в другой режим работы, Мгм. я бы так сказал. Ты знаешь, как в машине бывает такой спорт-режим, вот так и здесь. Турбо. Да, такая турбина развития. Почему? Я поясню. У человека есть мозг, сердце, но также есть еще астральное и тонкое тело. Обычного обывателя тонкое тело или тело света парализовано, ну, в зачаточном состоянии, как рудимент. А астральное главенствует, которое делает его обывателем, потому что с помощью астрального истину не видишь. Оно постоянно колеблется, как поверхность воды, куда дует ветер, и постоянно искажает. Тонкое же тело или тело света, оно способно быть инструментом познания истины. Но даже если человек его развил, то в долинах оно работает процентов на 10 своей мощности. В то время как на высотах оно начинает... Чем выше ты поднимаешь, тем мощнее оно работает. В горах у человека меняется лицо, меняются глаза, меняется даже химический состав мозговой жидкости. И в горах, что очень важно, тонкое тело начинает быть суперактивным, сверхактивным. Оно способно приносить человеку в его познании истины совсем другого толка, чем в долинах. Особенно выше 5000. Выше 5000 метров над уровнем моря наступает вообще свобода, когда тело уже не сковывает наше физическое, не сковывает свою тонкую оболочку. И если у человека тонкое тело развито, то в горах выше 5000 он способен познавать истину в чистом виде, в незамутненном, в неискаженном самим собой. Он способен прикасаться к основным истинам мироздания, и при этом его не будет так сильно штырить и колбасить, не будет таких сильных откатов, потому что для тонкого тела 5000 это естественно, в то время как для физического тела не очень. Но тренировками это можно преодолеть. Физическое тело, тушку можно натренировать. А вот тонкое тело, как не тренируй, но ту свободу, которую дает 5000 метров над уровнем моря, ничем не получишь. Вот. Ну так основа, базис. Кроме того, в горах вы находитесь в замкнутом пространстве. Дикое напряжение, опасность, командообразование, классные условия для возникновения настоящего, неподдельного единства и даже братства. И вот там возникает, в этом замесе, условия для того, чтобы человек вдруг на небольшой период времени, может быть на секунды, минуты, кто-то на часы, стал бы человеком новой формации, человеком будущего. Таким человеком, которые нашей планете еще суждены, и которые могут, может быть, через тысячи или через миллионы лет. То есть, если планета будет непрестанно совершенствоваться, если уйдут горе, если уйдет голод, уйдут войны, уйдет продажность, уйдет нечистоплотность нравственная людей, все будут чистые, прекрасные, сияющие, светящиеся, то вот в горах можно таким стать уже сегодня. Мгм. При определенных условиях. Вот в прямом смысле слова, побыть этим человеком. А раз ты таким стал, то, возвращаясь обратно, в тебе возникает неимоверная тоска по этому состоянию, и ты начинаешь всюду искать его и методы, которые к нему приводят. А значит, ты ускоряешься в движении к этому. Ты уже знаешь, что ты хочешь по-настоящему. Ты этим был. И тебя никто уже никогда не убедит, что этого не существует.
ты этим был, и ты тем стал. И даже ты спускаешься, теряешь свою светоносность, теряешь эту чистоту и совершенство. Ты уже не можешь здесь, в долинах, видеть звезды живыми и понимать их разговор, который не шепот, а громкий, настоящий, обмен идеями, который ты понимаешь. Ты вернулся сюда, но ты знаешь, что это возможно, и ты стремишься опять туда, снова, и ты опять возвращаешься. И вот когда ты после второго, третьего, четвертого раза спускаешься обратно и живешь здесь, в долинах, ты вдруг понимаешь, что ты стал ближе к горам. Каждый раз войти в это состояние там, в горах, тебе проще, и когда ты оттуда возвращаешься, ты уносишь крупицу этой святой чистоты гор. Ты сам пропитываешься ими все больше и больше. И раз за разом ты все ближе к ним. И то состояние, в которое стараются достичь новички, первый раз там побывавшие, под твоим руководством, соответственно, для тебя уже становится доступно здесь, в долинах, а там в горах мощнейший трамплин, и там гораздо более высокие состояния. И вот проходит время, и ты понимаешь, как ты вырос. Ты понимаешь тот путь, который ты проделал, который оставил за своими плечами. И ты понимаешь, что в горах ты вообще не человек. А в долинах ты получеловек. Но уже нет этих удушающих границ своего «я». И это счастье. Вау. Но это так в общем, общий взгляд. А суть механизма такова, что космос – это огонь. Это великое пламя. Это бушующая стена огня, которая, когда человек начинает становиться более совершенным, становится доступна его взгляду, и человек не знает, как ее преодолеть. Но в горах ты можешь открыть в себе огонь, в себе созвучие этому огню. Он входит в тебя. Космос становится частью тебя, как если бы поджигает твои дрова. Ты воспламеняешься, ты сам становишься огненным. И раз за разом этот огонь пропитывает ткани твоего мозга и сердца. И ты сам становишься огнем. Жидкое пламя течет по твоим жилам. И ты уже не совсем человек. Огонь меняет тебя. Он меняет тебя под космос. Огонь разумный, созидательный, творческий, мощный. Сотрудник и брат. Он делает тебя космосом. Это основной механизм. Но есть еще и вспомогательное. Но это целая наука. Меня этому учили. Я, наверное, неплохой ученик. У меня что-то получается, хотя, конечно же, не так много, как я хотел бы, к сожалению. Но впереди еще много времени. Много чего можно успеть. Во всяком случае, для человека Запада это доступно. Спасибо. Спасибо, что открываешь для нас секреты. Вот, за то, что нас учишь. Думаю, да, действительно, горы — это портал в иное пространство, иную бытность для нас. Спасибо, что рассказал. Когда ты проходишь в этот портал и начинаешь ходить туда как домой раз за разом, это становится неотъемлемой частью твоей жизни, и космос поселяется на дне, в глубине твоих глаз, за твоими зрачками, и ты видишь космосом этот мир. Вот это то самое качество и напряженной жизни, которое называется близостью к Богу.